Лестница для спуска в воду своими руками. Здравствуйте. Жить на берегу реки и не построить лестницу для спуска в воду своими руками – один из самых глупейших поступков с нашей стороны. И мы решили, что пора исправлять эту ситуацию. Конструкция лестницы для спуска в воду годами проверена и не нуждается в правке, разве что не хватает более удобных широких ступеней. Но мы постараемся исправить сей просчет. В качестве донора мы достали подобную старую лестницу с нашего же участка. Старая лестница для спуска в воду была длиной 5 метров и состояла из двух швеллеров 12 номера и поперечины стального уголка 60 на 60 мм с толщиной полки 5 мм. Все стальные детали, которые касались донных хиловых отложений, за 50 лет пришли в некондиционное состояние, но основная часть металлической конструкции прослужила бы еще столько же. Тем не менее, новая лестница для спуска в воду выполнялась из 100% БУ стальных швеллеров советской эпохи и таких же почтенных стальных уголков от старой лестницы. Поскольку конструкция получилась тяжелой, то мы решили ее сделать из двух секций по 3 метра длины. Лестница для спуска в воду своими руками получалась с уклоном 30 градусов, и этот факт позволял выполнить удобные ступени глубиной 300 мм и высотой 180 мм. Расстояние между швеллерами 1200 мм, с возможностью дальнейшей установки ступеней шириной 1500 мм. Ну а дальше лестница для спуска в воду своими руками выполнялась в следующей последовательности. Старые стальные заготовки зачищали болгаркой, нарезали в размер, гнули и обрабатывали преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. Швеллера связывали между собой в произвольные рамы, дабы зафиксировать межосевой интервал. Потом к швеллерам приваривались уголки для крепления будущих деревянных ступеней. После сварных работ будущая лестница для спуска в воду грунтовалась и красилась в черный цвет резиновой водорастворимой краской. Во-первых, у нас была именно эта краска, а во-вторых, мы хотели, чтобы металлические конструкции под деревянными ступенями были менее заметными. В качестве деревянных ступеней из сосновой доски 50 мм скручивались на саморезы щиты размером 300 на 1500 мм. Каждая ступень крепилась к уголкам на 2 болта М6 через шайбы. Чтобы лестница для спуска в воду не имела острых выступающих частей, крепежные болты деревянных ступеней утапливались за подлицо с помощью перьевого сверла. Первая секция лестницы для спуска в воду собиралась вместе со ступенями и только потом целиком опускалась в воду своими же руками. Нам показалось, что это проще, чем потом прикручивать отдельно ступени на глубине 1,2 метра под водой. Вес взят. Фиксация конструкции происходила путем забивания БУ труб в землю и дальнейшим креплением к ним лестницы методом электродуговой сварки. Вторая трехметровая секция лестницы для спуска в воду выполнялась своими руками в той же последовательности, с одним лишь отличием. Сначала выполнялись все сварные работы, включая приваривание к опорным трубам и к рабочей секции лестницы, а лишь после всего прочего спокойно набирались ступени. Лестница для спуска в воду своими руками готова. На все про все ушло материалов. Металлоконструкции 300 кг по цене $0,25 за 1 кг. Пиломатериалы 0,4 куба по $200 за 1 куб. Грунтовка 1,5 кг по $1 за литр. Краска резиновая 1,5 кг по $4 за литр. Метизы $8. Электроды упаковка 2,5 кг по $10 за пачку. Круги отрезные 7 штук по $0,5 за штуку. Итого, лестница для спуска в воду обошлась $185 при выполнении всех работ своими руками, а с учетом уже имеющихся материалов в несколько раз дешевле. Благодарю за внимание.